Привет всем! Сегодня мы побываем с вами на Малой Южной железной дороге города Харькова. Отчет истории Малой Южной принято вести с 8 ноября 1940 года, с того дня, когда дорога открылась для пассажиров. Однако истоки Харьковской детской железной дороги следует искать за несколько лет до этого события. Ее история началась писаться на пожелтевших страницах истории вместе с открытием в 1935-м первого в Союзе Дома пионеров в бывшем здании Харьковского дворянского собрания. Среди многочисленных кружков и секций был один, который поражал своими техническими оснащением и возможностями. Железнодорожная лаборатория с макетом двухстанционной электрической дороги, униформой и телефонной связью. Возможности кружка и созданной при ней студии моделирования были столь велики, что одна из проектированных в его стенах действующих моделей паровоза побывала на Всемирной выставке в Париже, что при всесоюзной моде на популяризацию среди детей и юношества железнодорожной профессии и открытие Тбилисской детской железной дороги привело к разработке ряда проектов создания последних на советских просторах. Не избежал повального увлечения и Харьков. В 1936 уже было решение соответствующих организаций, определено место в парке Горького лесопарке, а на стадии проектирования предлагались улица Динамовская и парк Шевченко. И процесс перешел в стадию разработки Малой Южной железной дороги. Но работы над ее сооружением были начаты лишь 3 года спустя. Стройка, как было принято для подобного вида акций, была объявлена народной, что предусматривало привлечение к работам молодежи из числа студентов средних и высших учебных заведений, служащих шефской организации, членов кружков Дворца пионеров. Позднее к ним были подключены прочие харьковские предприятия и организации, а за каждым городским районом закреплялся участок строительства детской железной дороги. Результатами первого года мини-стройки века слобожанской столицы стали возведение малого моста, укладка 6-й части запроектированного железнодорожного полотна, получение одного паровоза 159 серии и одного двухотсекового пассажирского вагона, а также временное деревянное депо и целый ряд недостроенных объектов, включая 2 стационных здания и арочный мост. Но любителям красных дат календаря от коммунистической партии было ровным счетом все равно на катастрофическое состояние стройки. 8 ноября 1940 года, в честь празднования очередной годовщины большевистского переворота, Малая Южная железная дорога была открыта, правда с уточнением первой очереди. Начальником дороги был назначен руководитель железнодорожной лаборатории Дома пионеров Илья Яковлевич Широмков. В течение всего периода строительства дороги во Дворце пионеров шла подготовка кружковцев к работе на будущей железной дороге. Многие юные железнодорожники принимали участие в строительстве детской железной дороги. Устранение недоделок тянулось до весны 1941 года. К концу апреля протяженность линии увеличилась до 1,5 километров и завершилось строительство вокзала на станции Парк. 18 апреля состоялся первый пробный рейс по всей дороге. 30 апреля торжественно открылся новый сезон Малой Южной железной дороги, а 22 июня началась война. Началась массовая эвакуация промышленности из города Харькова. Подвижной состав детской железной дороги эвакуировать то ли не успели, то ли в спешке забыли. Паровоз был разобран и закопан неподалеку от станции Парк. Вагоны же остались брошенными на станции. Во время оккупации Харькова практически сразу немцы разобрали детскую железную дорогу. В здании вокзала станции Парк была устроена конюшня. Впрочем, летом 1943 года небольшой участок пути был восстановлен для подвоза боеприпасов к огневым точкам в лесопарке. Но перед отступлением немцев и этот участок был уничтожен. В спешке немцы пытались уничтожить и вокзал станции Парк, но неудачно. От взрыва рухнули все внутренние перегородки здания станции, просела крыша, но само здание устояло. Сейчас вы видите, как выглядит Малая Южная железная дорога в наши дни. И перед вами прибытие поезда с тепловозом ТУ-7А-3198 и пассажирскими вагонами состава «Украина». Кстати, состав «Украина» – основной поезд, использующийся на Малой Южной. Данный состав эксплуатируется в течение всего рабочего сезона. Именно этот состав чаще всего видят пассажиры.
Украина состоит из 6 вагонов, произведенных заводом во Вроцлаве в Польше, и капитально отреставрированных вагоном депо «Гребенка». Самый старый сохранившийся объект на Малой Южной железной дороге – это вокзал станции «Парк». В архитектурном плане представляет собой яркий образец стиля сталинский ампир с открытыми галереями и портиками на 8-гранных колоннах, изящными балюстрадами, профилированным карнизом большого выноса на модильонах, широким украшенным растительным орнаментом фризом, большим люнетом в обрамлении филенок. Малая Южная железная дорога работает с 2 мая по 1 июня и с 1 сентября по 31 октября по субботам и воскресеньям, а с 1 июня по 31 августа каждый день, кроме понедельника и вторника. Кроме тепловоза ТУ-7А-3198 и пассажирских вагонов состава «Украина», на Малой Южной железной дороге есть еще тепловоз ТУ-2054 и пассажирские вагоны ПВ-51 состав «Юность Южной». 4 марта 2020 года социальные сети облетели кадры, на которых вагоны Малой Южной железной дороги с помощью кранов погружают на трейлеры и увозят в неизвестном направлении. До весны 2020 года на Харьковской детской железной дороге было 12 вагонов, 6 вагонов «Юность» сине-зеленого цвета и 6 «Украина» бело-голубого. Сотрудники Малой железки отказывались говорить, куда и с какой целью увезли вагоны, только уточняли, что их содержание не окупалось, поскольку использовали крайне редко. Пресс-секретарь регионального филиала акционерного общества «Укрзалізниця» Ирина Гомоненко сообщила, что вагоны были временно переданы Малой Юго-Западной железной дороге в Киев. Так решило правление Укрзалізниці. Ну а мы вернемся к истории Малой Южной железной дороги, и после ужасающих военных разрушений очередь до восстановления дошла лишь в мае 1945 года, когда комиссия из спартократической верхушки и их молодого звена приняла решение о восстановлении по прежнему принципу закрепления участков за районами, добровольно-принудительная помощь молодежи и бесплатная работа. Работы, ввиду общественного резонанса, вокруг вопроса были выполнены за 2 месяца. Причем протяженность нового пути, большая часть которого была сложена из оставленных немцами рельсов, составила 3,5 километра. Полностью восстановлен вокзал «Парк» и построен лесопарк. Появились обгонные пути, и на линию вышел паровоз с 3 спальными вагонами. 5 августа 1945 года считается вторым днем рождения Харьковской детской железной дороги. Первые 6 послевоенных лет стали зенитом расцвета Харьковской железной дороги в парке Горького. Достроен новый 2-километровый участок пути, оборудован регулируемый переезд, налажена телефонная связь между станциями, получен первый и единственный грузовой вагон, введены в строй новые локомотив и 6 реконструированных рижских вагонов, построены водонапорная башня в лесопарке и гидроколонка, что в совокупности привело к увеличению численности юных железнодорожников с 70 до 1300 человек. А перед вами платформа «Мемориал», которая была построена весной 2000 года. Название станция получила из-за находящегося рядом с ней мемориала славы. Стоит также сказать, что ширина пути одноколейной Малой Южной железной дороги 75 см, а протяженность 3,6 км изолированного пути, проходящего через 3 моста – Красный, Путепровод и Белый, Арочный. 2020 год выдался сложным для Малой Южной железной дороги. Начавшаяся эпидемия COVID-19 остановила работу Малой Южной дороги.
Но ее история продолжается, и в 2021 году по Малоюжной вновь пошли поезда. Я благодарен всем за просмотр, за прогулку по Малоюжной железной дороге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!